полдень в национальном парке Крюгера в Южной Африке жесткий белый солнечный свет заливает сухие травянистые равнины, по которым медленно и спокойно движутся стада слонов. Среди этого большого стада один молодой неопытный слоненок всегда выглядел проказником. Он был постоянно любопытен, интересовался каждым звуком, запахом и странным предметом вокруг. Мать-слониха держалась совсем рядом, внимательно наблюдая за каждым движением своего детеныша, пока они шли по бескрайней и суровой саванне. Полуденный воздух был необычно тихим. Его нарушали лишь легкий ветерок, звук шагов слонов и жар, поднимающийся от песчаной земли. Слоненок без конца тянул хобот, касаясь сухой травы, опавших листьев и небольших стволов деревьев на пути, словно играя в бесконечную игру исследования. Именно это невинное любопытство привело его к опасному моменту, который ни один из других слонов стада не успел предотвратить. Всего в нескольких метрах от стада слоненок заметил два небольших ствола деревьев диаметром около 20-30 сантиметров, разошедшихся так, что между ними образовалась узкая V-образная щель. Не осознавая опасности, слоненок опустил голову и попытался протиснуть шею в узкий проем между двумя гладкими желтовато-зелеными стволами. Сначала он думал, что легко сможет вытащить голову обратно, как это уже случалось раньше с другими кустами. Но когда он попытался отступить, его шея застряла, и все тело резко дернулось от паники. Чем сильнее слоненок барахтался, тем сильнее два V-образных ствола сжимали его шею, болезненно натягивая кожу. Слоненок поднял голову, высоко изогнул хобот и широко раскрыл рот, издав пронзительный крик, разнесшийся по редкому лесу. Крики о помощи эхом отдавались в удушающей жаре, неся с собой невиданный прежде страх и боль. Из-за сильного трения о гладкую поверхность стволов на шее слоненка начали появляться царапины. Паника лишала его сил. Дыхание стало частым и неконтролируемым. Несчастный случай длился всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы любопытство превратилось в ситуацию на грани жизни и смерти. Услышав необычные крики, мать-слониха немедленно обернулась и бросилась к месту, где застрял ее детеныш. Она изо всех сил упиралась хоботом в ствол дерева, пытаясь расширить V-образный проем и освободить слоненка. Но каждый раз, когда слониха прилагала усилия, ствол лишь слегка покачивался, а затем с еще большей силой сжимал шею слоненка, заставляя его кричать от боли. Мать продолжала пытаться вытащить детеныша хоботом, но проем был слишком узким, и все ее попытки оказались безуспешными. Паника слоненка усиливалась, а движения только сильнее сдавливали его шею. Мать стояла рядом, издавая низкие тревожные звуки, но была совершенно беспомощна. Белый солнечный свет отражался в ее глазах, в которых читались редкие для нее страх и отчаяние. Все стадо остановилось вдалеке, но ни один слон не мог подойти достаточно близко, чтобы помочь. Мать могла лишь стоять рядом со своим детенышем, защищая его от любой новой опасности. В тот момент даже самая сильная материнская любовь оказалась бессильной перед суровостью природы. В это же время два рейнджера, Даниэль Окоро и Лукас Майер, патрулировали северную часть национального парка Крюгера на своем джипе. В разгар палящей полуденной жары они неожиданно услышали протяжный крик слона, совершенно не похожий на обычные звуки общения. Даниэль сбавил скорость, и оба прислушались, быстро определив источник необычного шума. Подъехав ближе, они увидели неподвижно стоящую мать-слониху, непрерывно издающую тревожные сигналы. Картина, открывшаяся перед ними, ошеломила обоих. Слоненок был зажат между двумя узкими V-образными стволами. Его шея была сильно сдавлена, рот широко раскрыт в крике о помощи, а хобот болезненно скручен. Лукас сразу понял, что без вмешательства слоненок не сможет освободиться. Даниэль быстро оценил расстояние, рельеф местности и степень опасности, исходящей от паникующей матери. Они осознавали, что у измученного слоненка почти не осталось времени. После короткого обсуждения рейнджеры решили приступить к экстренной спасательной операции. Чтобы обеспечить безопасность и людей, и слоненка,
Даниэль предложил временно усыпить мать-слониху. Лукас подготовил ружье с транквилизатором, а Даниэль держался на безопасном расстоянии, наблюдая за реакцией слонихи. Дротик с анестетиком точно попал в ее массивное плечо. Слониха сделала несколько шагов назад, все еще инстинктивно поворачивая хобот в сторону детеныша. Примерно через 30 секунд действие препарата стало заметным. Мать-слониха медленно опустилась на песок, ее огромное тело неподвижно лежало в безопасном, бессознательном состоянии. Даниэль быстро проверил дыхание, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает. Лукас подал знак, что времени у них совсем немного. Слоненок все еще был зажат и продолжал издавать слабые крики, увидев, как его мать рухнула на землю. Рейнджеры понимали, что каждое их последующее действие должно быть предельно точным. Даниэль подошел к слоненку, тихо разговаривая с ним, чтобы успокоить его в состоянии паники. Лукас аккуратно накрыл глаза слоненка чистой тканью, помогая снизить страх. Запустили пилу, ее звук прорезал напряженную тишину полудня. Лукас начал распиливать один из стволов весеобразным срезом. Диаметр ствола составлял около 25 сантиметров. Опилки и древесная пыль взлетали в ярком белом солнечном свете, пока Даниэль удерживал слоненка, не давая ему дергаться. С каждой минутой тревога рейнджеров усиливалась. Они боялись, что слоненок окончательно обессилеет. После почти 10 минут осторожной работы распил был почти завершен. Последнее движение пилы заставило ствол накрениться, расширив узкий проем между деревьями. Слоненка вытащили из ловушки, дрожащего и полностью измотанного. Крики боли постепенно стихли, сменившись тяжелым дыханием от истощения. Рейнджеры осторожно уложили слоненка на песок, чтобы осмотреть его на наличие травм. На шее были отчетливо видны неглубокие, но кровоточащие царапины, появившиеся из-за сильного трения. Даниэль аккуратно обработал каждую рану антисептическим раствором, а Лукас удерживал голову слоненка, предотвращая резкие движения. После дезинфекции они наложили легкую повязку на поврежденную кожу. Слоненок лежал спокойно. Его глаза постепенно смягчались по мере того, как боль утихала. Рядом положили несколько спелых бананов в качестве награды и для восстановления сил. Рейнджеры собрали оборудование и отошли обратно к джипу, не сводя глаз с матери слонихи, ожидая, когда подействие анестезии закончится. Самый опасный момент спасательной операции остался позади. Через несколько минут мать-слониха начала шевелиться и медленно поднялась с горячего песка. Увидев своего детеныша, освобожденного из ловушки между деревьями, она издала низкий, облегченный звук. Слоненок поднялся на ноги, сразу бросился к бананам и жадно начал их есть, утоляя голод и жажду. Мать нежно коснулась хоботом его шеи, словно проверяя, не болит ли еще. Мать и детеныш стояли рядом, молча деля бананы. Белый солнечный свет озарял их покрытые пылью тела, создавая редкую сцену тепла и спокойствия. Даниэль и Лукас наблюдали издалека, улыбаясь с облегчением после успешного спасения. Не было ни аплодисментов, ни криков, лишь тихое удовлетворение защитников природы. Мать-слониха повернула голову в сторону стада, подавая сигнал уходить. Слоненок последовал за ней, чуть медленнее, но уже в безопасности. Рейнджеры сели в джип, завели двигатель и тихо покинули место происшествия. Издалека они увидели, как мать и детеныш присоединились к ожидавшему стаду. Равнины Крюгера снова погрузились в привычное спокойствие под ярким полуденным солнцем. Следы слонов на песке стали немым свидетельством только что пережитого момента между жизнью и смертью. Природа сурова, но человеческое сострадание вмешалось вовремя. История спасения завершилась, оставив после себя жизнь, продолжающую расцветать среди африканской саванны.